Привет, друзья! Сегодня в Германии целая серия перемен, о которых говорят и водители, и учителя, и политики. Электронные документы, тревога за мосты и дороги, спор вокруг армии, а также неожиданные последствия развода в Германии. Все это разберу за несколько минут. Но начну с события, которое может изменить жизнь миллионов водителей. Германия запускает цифровое свидетельство о регистрации автомобиля. Вместо бумаги приложение iKFC, где документ хранится прямо в телефоне. 2500 человек уже участвуют в тесте, и это только начало. Вскоре туда добавят и водительское удостоверение. А дальше расскажу о дорогах и инфраструктуре, почему ремонт мостов превращается в вечный процесс и что это значит для экономики Германии. Также затрону волну увольнений учителей в Саксонии, новую инициативу канцлера Фридриха Мерца по промышленности и даже поговорим о неожиданной проблеме страховок после развода. О ней сейчас спорят по всей стране. И под конец важная тема о реформе службы в армии, которая стала предметом активного обсуждения между партиями в Бундестаге. Итак, в Германии начинают тестировать новый цифровой документ для водителей. Теперь вместо бумажного свидетельства о регистрации автомобиля водители смогут использовать его электронную версию на телефоне. Приложение будет называться iKFC и запускается при поддержке Министерства цифровых технологий и транспорта Германии. В пилотной программе, как я сказал, участвуют 2500 человек. Они смогут сохранить у себя на смартфоне цифровой вариант свидетельства о регистрации автомобиля. Для активации нужно подтвердить личность и данные машины через телефон с чипом NFC. После этого бумажный документ можно будет оставить дома, цифровой будет считаться официальным. Власти обещают, что это только первый шаг, в будущем приложение добавят и другие документы, например, водительское удостоверение. Таким образом, Германия продолжает переход к цифровым госуслугам, снижая бумажную бюрократию и делает проверки на дорогах быстрее. Для водителей это означает меньше бумаг, удобнее хранение документов прямо в телефоне и мгновенный доступ при проверке. Следующая новость – одна из самых важных для развития экономики Германии. В Германии вновь усиливается внимание к состоянию инфраструктуры. Дороги, мосты и железные дороги все чаще нуждаются в капитальном ремонте. Согласно внутреннему документу Министерства транспорта в рамках федерального плана под названием «Инвестиции в транспортные пути 2030» потребуется дополнительное внимание – 366 миллиардов евро, чтобы восстановить нормальное состояние сети и предотвратить спад качества. Основная проблема не просто износ элементов инфраструктуры, но и растущие цены на строительство, задержки проектов и бюрократические препятствия. Многие объекты откладываются несколько лет, ремонт затягивается и сети продолжают работать в режиме эксплуатации на пределе. В статье автор Клеменс Ханке приводит пример. Мост в Магдебурге, где конструкции были настолько повреждены, что его пришлось сносить, установить временный переход и лишь потом строить новый. Это лишь один из десятков аналогичных случаев по всей Германии. Аналитики отмечают, несмотря на мощные инвестиции и громкие планы, Германия все еще далека от завершения модернизации. И если ситуация не изменится, проблемы в транспортной логистике, росте затрат и отказе от своевременного ремонта могут серьезно подорвать экономику. Тема приобретает политический вес, инфраструктурный провал стал сигналом, что ситуация требует немедленного внимания на федеральном уровне. Следующая новость связана с обсуждением курса канцлера Фридриха Мерца в образовании Германии. В Саксонии сложилась критическая ситуация с кадровым обеспечением школ. Внимание! Более 1300 учителей ежегодно покидают систему до достижения пенсионного возраста. Это около 86% всех уходов, установлено по данным фракции левых в Ландтаге. Примерно 1377 из 1601 учителя в школьном году 2024-2025 завершили службу преждевременно. Причины связаны с высокой нагрузкой. Педагогам приходится выполнять не только уроки, но и множество административных задач. По данным профсоюза и его представителя Буркхарда Наумана, 2/3 рабочего времени учителей, внимание, занято работой вне классов, организацией мероприятий, родительская коммуникация, настройка цифровых устройств. Министр образования Саксонии Конрад Клеменс, Христианско-демократический союз, призвал обеспечить реформу. Он должен представить план улучшения условий труда педагогов,
от уменьшения административных обязанностей до усиления поддержки кадрового фонда. Профсоюз предупреждает, если не принять меры, школы региона рискуют столкнуться с еще большей текучестью кадров и ухудшением качества образования. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии все чаще обсуждают неожиданную проблему, с которой сталкиваются пары после развода. Речь идет о страховках. Эксперты предупреждают, многие бывшие супруги даже не подозревают, что после расставания могут остаться вообще без страховой защиты. Дело в том, что во многих семьях действует единый страховой полис. Один человек – страхователь, второй просто вписан в договор. Пока пара живет вместе, все работает, но после официального развода такой полис прекращает действовать автоматически, и бывший партнер может в один день оказаться без медицинской, имущественной или даже страховки защиты жилья. Специалисты советуют сразу после развода проверить, кто именно указан в полисе, кто считается владельцем договора и нужно ли оформлять новую страховку. Особенно это касается медицинских, авто и имущественных полисов. Главный вывод. Если в Германии меняется семейный статус, страховки нужно пересматривать немедленно, иначе человек рискует остаться без защиты в самый неподходящий момент. И это только начало. Канцлер Германии Фридрих Мерц организовал специальное совещание по сталелитейной отрасли, чтобы обсудить экономические вызовы, влияющие на занятость. Причины – это рекордные цены на энергию, массовый импорт дешевой стали из Китая и огромные вложения, необходимые для перехода на экологические технологии. В 2024 году производство стали в Германии упало, внимание, ниже 40 миллионов тонн. Этот уровень для страны считается критическим. На встрече под руководством Мерца присутствовали вице-канцлер и министр финансов Ларс Клинпаль, министр экономики Катарина Райке и представители крупных компаний и лидеры профсоюзов. Ключевые меры – это снижение промышленного тарифа на электроэнергию, внимание, с 1 января 2026 года, государственные инвестиции в зеленый водород и создание механизмов защиты от недобросовестного импорта стали. Отраслевые эксперты считают, если меры не будут приняты вовремя, Германия может столкнуться с ослаблением конкурентной позиции, что в свою очередь затронет не только сталелитейное производство, но и другие отрасли промышленности. А дальше еще интереснее. В Германии нарастает обсуждение вокруг реформ службы в армии. Разные подходы к ее проведению обозначились между партией Христианско-демократический союз и министром обороны Борисом Писториусом. Фракция ХДС критикует министра за задержку законодательного процесса изменения модели службы в армии, из-за чего дальнейшая реформа может затянуться. Депутат от ХДС Христианско-демократического союза Норберт Рёдген заявил, цитата: «Законы принимаются в парламенте. Здесь некоторые, оказывается, не готовы его принять». Он подчеркнул, отсутствие четкого результата в реформировании службы снизило уверенность в эффективности руководства оборонной сферы. Министр обороны Писториус пока не дал официального ответа на свою критику, однако его ведомство утверждает, что законопроект в новом модели службы будет представлен до конца текущего года. В нем предусматривается добровольная служба с возможным жестким резервным вариантом, если набор добровольцев окажется недостаточным. Аналитики отмечают, если проект не будет реализован в срок, Германия может столкнуться с замедлением обновления модели службы, что отразится на эффективности оборонного управления. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.